Это история про меня, про маленькую ярославскую девочку. Мама, когда родила последнюю девочку, папа как раз ушел на фронт. Мама получает письмо свернутое. Он пишет: Надя, береги детей. Береги детей. Сегодня иду в первый бой. Когда началась война, мне было 6,5, около 7 лет. И началась такая страшная жизнь. Голод, холод. Когда мама пришла и сильно плакала, я говорю: мам, ты почему плачешь? Почему плачешь? Старшая сестра у нас была. Она была старше, ей было 9, мне было 7,5. А младшему Славику, ему 4 с чем-то. И была маленькая девочка, Томочка. Нас было 4. Мы не понимали тогда, как мама. Мы просили все время есть. Мама, я есть хочу. Мама, я есть хочу. Особенно Слава просил всегда поесть. А мама говорила: хорошо, хорошо, мой родной, чего-нибудь приешь, что-нибудь тебе куплю. Но этого ничего не было. Ой, какое счастье-то, матушка моя. Бантик. Что-то у нас все про бантики, да? Вот у бабушки не было бантиков. Бантик. Ой, Бабушка, давай бантик. Давай, иди сюда. Давай. всё. Смотри, Маврошечка. Обратно бантик сделаем. Скоро папа приедет. Ну, веди бабушку. Когда бомбили, то так страшно было. Вот эта посуда была тогда алюминиевая, и вот она так бум, и так да все. Я говорю: Господи, так страшно. Надо бежать в убежище. Рита маленькую Томочку на руки берет. Я Славу за руку беру. Кое-какие вещи там, что-то она насует, идем. И один дом был каменный, он до сих пор там стоит, в Ярославле. И мы в подвале там все прятались, все ходили туда. Потом взвизг, и упала бомба в наш двор. Крик был дикий, прямо внизу. Yes! And if you're happy and you know it, turn around. How to turn around? Yes! Так это она на английском If you're happy and you know it, touch your nose. Не выпускали нас очень долго, в течение 2 дней. Люди-то что, есть-то нечего. Кто что взял, а кто ничего не взял. Сидели, молчали, дети не плакали даже. Бомбу-то откопали. И она оказалась, эта бомба, но она была начинена не этими, песком, простым песком. И помню, когда эти вот саперы, кто приходил к нам, их было человек 5, наверное, 6, и говорят: ну вот, и среди немцев есть партизаны. Один серый, другой белый. Нас было 4, маме было тяжело. Маленькую девочку Томочку мы возили в детские ясли. И вот несмотря на то, что вот была война, все равно нам давали какие-то ордера. Маме давали всегда консервы, а консервы всякие были заграничные, видимо, все вот страны помогали. Как вкусно, когда вот открывали, да? Ой, из этой банки и суп-то мы сварим, и кашу-то мы сварим, и постараемся эту банку-то на 3 дня растянуть. А знаешь, как вкусно? Нет, Катя. Это все надо ценить, то, что вы сейчас имеете. Бабушку погладь, поцелуй щечку, давай. Бабушку поцелуй щечку. Я давно уж поцеловались. Давай. Это что-то давай. Плед? Какой плед? Тебе не холодно? Ему-то. Да мне не холодно. Ножки. Мам, мне не холодно, не надо.
надо было взять, найти, на помойку-то сходить, найти там эти очистки. А я пошла на помойку-то, а на помойке-то нашла ленточку. Не было ленточки-то. Я такой пришла, взяла ленточку и прибегаю: мама, ешь, какая счастливая, я ленточку нашла. Да хорошо, у меня теперь бантик будет. Она как заплачет: не надо мне ленточку, мне нужны очистки. Очистки, а рядом склад был, таскали там мешки с повалом. А мальчишки отчаянные в то время, знаешь, жили-то сами по себе. Разрежут мешок, и вот так вот будут, и каждый успевал, кто сколько наберет, и домой. А мама вот этот повал, потом очистки, очистки-то через мясорубку, и делала из них вот как бы котлеты. Котлеты и обваливала в этом повале. А повал-то ели свиньи. Это же, знаешь, какое питание хорошее для свиней-то. А мы ели сами. Да вы что? Вот, правда, откусишь, ем, а на зубы попадает песок так. Сначала-то вот, а потом все забывали. Ели, лишь бы, чем больше откусишь, тем лучше. Да, ты мой золотой, вот и я тоже вот так же, Авророчка. Как вот ты, да? Давай, я тебе помогу, вот эту надо. Давай опустим ее ниже. Ну-ка, что это такое-то у нас там? Ну-ка, давай, вот, хорошо. Ай, как хорошо. Да, хорошо, да? Дай я тебя поцелую. Когда мы пошли в школу, маленький Слава оставался, а Тамара от голода и холода скончалась. Умерла она, я не понимала, что это такое. Лекарств не было, мама не знала, чем кормить. И она лежит в коляске, плачет, всю ночь плачет. Я качала все время, качаю ее, она опять плачет, мама, она опять плачет. Мама склонилась на ней, я говорю: Томочка, Томочка на глазки открыла. Я говорю: Томочка. А она говорит: мама, давай, дай ей попить, она пить хочет. Она ручонки тянет ко мне маленькие. Я говорю: возьми ее на руки. Только вдруг руки упали, головка упала. Я говорю: дай ей попить, скорее попить. Она говорит: не надо ей уже пить. Ничего она не хочет, и мы все заплакали. Мы долго плакали. Она вышла на кухню и говорит: у меня сил никаких нет. Господи, отравиться, что ли? И однажды вдруг Рита, мама ушла, плакала, она ушла на работу. Рита говорит: а ну-ка, идите все сюда, ищите порошки. Какие порошки? Порошки. Мама-то отравиться хочет, ищите порошки. Нам нельзя так жить. Мама приходила домой и всегда плакала. Ну что ж, она плачет, а мы есть просим. И когда Тамара умерла, то нам дали ордер, и мама сварила кисель на сахарине. Славочка так много съел его, что ночью его стало плохо, рвало нас всех от того, что переели это. Сладкого-то ничего не было. Страшно. Немцы потом шли. Когда немцы шли, я уже училась, жила в Ярославле. Их так было много пленных. Они шли с целыми этими батальонами. А мы ходили, следили на них. Они почему-то работали у нас рядом с домом, а там окопы были. И я часто смотрела, как они работали. Один немец показал мне фотографию и говорит: это моя мутр. Я говорю: мутр? Он говорит: мама. Я говорю: да, мама. Прижал их к груди. И вот эти немцы работали тут у нас, и мы бегали, они показывали нам зубные щетки, какой-то порошок, еще чего-то, что-то все брали
дарили и просили все время хлеба, хлеба. А нам самим-то не хватало. Какой хлеб? Сейчас хлеб испечем. Да. А еще ты сделала? Из муки. А? Из муки. А почему так она такая жирная? Ну, масло добавила. Ага. Мука, а еще чего? Ну, там, дрожжи. Все как надо. Да. Хлеб давали по талонам. Вот здесь на руке писали номер. Сестра старшая уходит, я меняю ее вместе с маленьким. И вот писали какой-то 215 или 140 или 400 какой. Занимали очередь ночью обязательно. Конечно, сейчас жизнь другая. Хлеб много нельзя есть. Ну как? Хлеб. Для меня вот я съела хлеб, горбушку, серединку. Я и есть не хочу. Это все еще осталось от войны. И когда я смотрю, дети бросают хлеб или еще что, я всегда стараюсь птицам скормить. Это самое вкусное, перевкусное во время войны было нам. Хлеб – это самое главное. Вот так бы открутил. Давайте испечем. Потом пошла учиться. Училась, пешком ходила все время в школу. Ходила, мама работала далеко, я в школу ходила в 42-й, очень далеко. По ордеру нам давали эту обувь, и нам дали валенки. Они были одни на троих. Томочка уже умерла, но Рита первая уходила в школу. Потом снимала валенки, отдавала нам. Они сырые были. Печка, мы в печку положили, а там были угли, и они у нас сожглись. Так было страшно, нам так попало за это. А потом ничего, стало лучше. Я стала ходить во дворец пионеров. Хитончик шила розовенький, я вся была розовенькая. И когда в училище поступала, то меня так и прозвали розовенькая. Несмотря на такую тяжелую, трудную жизнь, мне помогали в училище хореографическом, помогали педагоги. А главный художественный руководитель Пермского хореографического училища увидела, когда меня, и вот помню, Екатерина Николаевна смотрит на меня и говорит: вот такие должны быть балерины, но эту девочку надо откармливать. И когда я сидела, там же было питание. Это ж вообще было, что было? Завтрак, каша для меня, каша, хлеб, масло давали 20 грамм. Девочки многие не ели, все оставляли мне, я все съедала подряд. Педагоги говорили многим моим подружкам, что ни в коем случае не ешьте булки, толстели они. И все булки отдавали мне. А я бы к вечеру и всем охотам все отламывали потихоньку, а я булки все съедала. Съедала и была очень-очень худая. Красивая, любимая. Ой, ты вот. Знаешь, дети-то все красивые. Дети – это прелесть. Она ведь вот ей год. И вот сейчас будет 26-го год и 9 только. Еще 2-то нет. А собрал. Ой-ой-ой, это что такое? Война. Не хочу, чтобы была война. Но она научила выживать не только меня, всех людей того Советского Союза. В трудные годы наши помогала выжить музыка, искусство, песни, которые мы пели, и люди рядом, счастливые, хотя и трудно было, но это были счастливые люди. Все видели, но все равно добро осталось у всех. Не обозлились, нет, что вы. Я всегда говорю, любите детей. Дети – это богатство наше, это наша жизнь. И во имя них надо жить, работать и творить.
Пойдем, баба, скажи, пойдем, баба. Мои дети, внуки и правнуки. Водичка кап. Это самое главное достижение мое. И моя работа, которую я очень любила. И я стала из простой девчонки ярославской, я стала педагогом заслуженным. Красивый. Ой, какой орден. Я до сих пор люблю это все. Я люблю балет. Все балеты классические. Я ведь весь город наш приучила к классической музыке. Лебединая, «Спящая красавица». Ведь Чайковский великий композитор. Вы что, о чем говорите-то? Половецкие пляски поставила тоже, с блеском они шли. Номера ставила, и «Спящей красавицы». Да вы что? Сама балет поставила, сильвиниты. Зал был полон, и был какой-то праздник в городе. В шахту спустились, ведь мне даже разрешили 15 человек, мы в шахту спускались. И вот показывали все, и наподобие всего этого у меня один был мальчик-солист. Так он увидел все это, и такие же были декорации. 12 балетов было, 12! И народ, очень много было народу. Ну, а в студии-то, господи, когда мне вручали грамоту в ЦСПС, и когда меня там спросили, сколько же у вас детей-то занимается, ну, знали, что у меня большая студия, а я им сказала, я 580, и плюс моих трое, 583. Все засмеялись и говорят, ну вы молодец. Вот я там, в Москве, получала. Я его люблю. Мы, скажи, любили этот хлебушек. Но этот хлебушек замесила бы твоя мама, Екатерина Германовна. Вон какая вкуснятина. Ой, какая вкуснятина. Ты сама-то ешь. Хорошо. Ой. Мама всегда говорила, господи, она все поет, все пляшет. Да сколько же можно петь? А я ей всегда говорила, любовь такая, любовь большая, но без любви нельзя представить мир прожить. И танцевала вовсю, влюбляться страстно. Куда твою энергию девать? Ведь посмотрите-ка, что она делает. На одном, говорит, месте дыру вертит. И любовь вдали звездою, и к тебе я рвусь мечтою. Дам тебе весь мир, ты божество, ты мой кумир. Можно часто повстречаться, но любить всего лишь раз. Как же нам с тобой, мой друг, прощаться? Как мы будем жить без вас? Видно, суждена разлука, милый, ждет тебя далекий край. Вспоминай, как я тебя любила, и навек прощай, прощай, прощай.